Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои подписчики и гости канала. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. Сегодня я подготовила для вас новый мастер-класс. Это часть номер 6. Будем с вами вязать и формировать вырез горловины на спинке, а также провязывать скосы плеча на левой, правой полочке и спинке. А в 7-й части мастер-класса мы с вами выполним обвязку жилета, обвязку полочек левой, правой, оформим низ жилета. Вот у меня он выглядит таким образом, то есть здесь незаконченный ряд, вот последний. Обвяжем горловину, проймы. Это все будет в заключительной части мастер-класса номер 7. А в 8-й части я вам уже покажу, каким образом выглядит мой жилет уже на законченном этапе. Покажу, что у меня получилось. То есть результат моих трудов и моей работы. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, обзора пряжи, распаковки ваших заказов. Я думаю, что каждый подписчик найдет для себя какую-нибудь очень ценную и полезную информацию, и вы будете постоянным подписчиком на моем канале. Я рада каждому новому подписчику. Подписывайтесь. И не забывайте включать колокольчик. А сейчас я хочу вам предложить мастер-класс по вязанию пройм, то есть скоса плеча на полочках. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Я жилет от длины проймы до высоты скоса плеча. Давайте я вам покажу свои замеры. Я вяжу где-то на 46-48 размер. Так, у меня получилось 21,5 сантиметров. Высота от линии проймы до высоты скоса плеча. И ширина полочки у меня 8 сантиметров. И в ширину полочки у меня вошло 3 ракушки. 1, 2, 3. Скос плеча я буду выполнять на 32 ряду, если считать от линии проймы. Сейчас я вам хочу показать, каким образом я буду оформлять скос плеча на своем жилете. У вас могут быть другие замеры и размеры. И вы уже вяжите так, как у вас получается. Но я буду показывать только свой вариант вязания. Каким образом скос плеча оформлять буду я. Так, вяжу 32 ряд. Вот по этой схеме. Здесь 7 ряд. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. И в арочку у галочки провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петелька, и в вершину второго столбика 31 ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку галочки провязываю 7 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Одна воздушная петелька, и во вершину второго столбика 31 ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. И вот сейчас мы будем вязать скос плеча. 2 воздушных петельки, и вершину арочки галочки провязываю 1 незавершенный столбик с одним накидом. Вот таким образом. Накид, поддеваю рабочую нить крючком, и через 3 петельки я вытягиваю эту рабочую нить. У меня получилось на крючке 1 петелька. В эту же арочку я провязываю 1 столбик без накида, и в вершину столбика с одним накидом 31 ряда я провязываю соединительный столбик, то есть полустолбик без накида. Вот таким образом захватываю рабочую нить и протягиваю ее через петельку, которая была на крючке. Решила я скос плеча сделать только 1 ряд, то есть это 32, и все. Я думаю, этого достаточно. На схеме связано 2 ряда для скоса плеча, но я остановлюсь вот на этом варианте и связала только лишь 1 ряд. Я думаю, для меня это будет достаточно для моего жилета. Вот таким образом сформировался скос плеча на правой полочке жилета. Приступаем к вязанию левой полочки жилета. Линию плеча для левой полочки моего жилета. Если на правой полочке жилета 32 ряд начинался со стороны горловины, то на левой полочке у меня получается начало 32 ряда. Это со стороны проймы. Сейчас я вам покажу. Если у вас таким же образом, я покажу вам, каким образом приступить к вязанию 32 ряда и скоса горловины. Я соединительными петельками, при помощи соединительных петелек поднимаюсь до места, то есть это до вершины галочки. Получается первая по счету, то есть вот эту крайнюю мы не считаем, но если, да, давайте посчитаем крайнюю, то есть это первая, вторая. Со второй галочки я буду выполнять формирование скоса плеча на левой полочке. Соединительными петельками я поднимаюсь до вершины галочки второй, чтобы не обрывать нить лишний раз. Сделаю таким образом, как вот я сейчас вам показываю. Вы можете, если у вас так же, как у меня получилось, воспользоваться моей технологией. При помощи соединительных петелек я поднимаюсь, то есть в каждую петельку я провязываю такой вот полустолбик без накида. Так вот, вот здесь вот заканчиваем соединительный столбик последний, и вот уже в арочку галочки я привязала столбик без накида. Следующий у нас будет этап: мы вяжем 1 полустолбик с одним накидом, то есть это вот накид на крючок, захватываем нить рабочую и соединяем все 3 петельки вместе. Это у нас будет полустолбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в вершину второго столбика с одним накидом 31 ряда
я провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, в галочку, в арочку галочки провязываю 7 столбиков с одним накидом. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петелька и вершину второго столбика с одним накидом 31 ряда провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вот вершину галочки я провязываю 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. 32 ряд я вязала, как вот здесь 7 ряд, по схеме мастер-класс, который я вам показывала, как вязать узор кокетки. Проходите по ссылочке в описании под видео и смотрите, каким образом вяжется узор кокетки. Все, на этом скос плеча у меня связан и на левой полочке, и на правой. Приступаем к завершающему этапу. Это формирование горловины спинки и плеча, плечевых скосов на спинке. Таким образом выглядит у меня спинка жилета. Сейчас мы будем с вами вязать оформление выреза горловины на спинке и скоса плеча на спинке. У меня получилось так. Количество ракушек я сейчас вам посчитаю, сколько у меня получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ракушек. И ширина плеча, то есть по спинки, 35 сантиметров. Ширина спинки. Так, вот я связала так же, как на полочках. 1, 2, 3 у меня ракушки задействованы и 4 галочки. То есть 8 сантиметров ширина вот этой части. Сейчас мы переходим к формированию скоса плеча на спинке таким же образом, как мы это делали на полочках. Так, приступаю к провязыванию 32 ряда. 1, 2, 3 петельки подъема, и в вершину галочки я вяжу 4 столбика с одним накидом. 1, 2, то есть здесь вот должно быть 4 столбика, но у меня 3 петельки подъема и 3 столбика с одним накидом. Так, также вяжу по схеме 7 ряда. Одна воздушная петелька, вершину столбика второго провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, вершину галочки провязываю 7 столбиков с одним накидом, 3, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петелька, в вершину столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом и переходим к закруглению, то есть к формированию
скосы плеча 2 воздушных петельки и вершину арочки галочки провязываю 1 полустолбик с одним накидом. В эту же вершину провязываю 1 столбик без накида и в столбик, вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 соединительный столбик. Все. Вот таким образом будет у нас выглядеть. Это получается, с левой части я сформировала и одновременно вырез горловины на спинке и скос плеча. То есть вот здесь вот у меня в этом месте формируется вырез горловины. Всего лишь 2 ряда в высоту будет у меня вырез горловины на спинке, и скос плеча состоит из 1 ряда. В 32 ряду я выполнила скос плеча. Аналогичным образом вяжем скос плеча и формирование выреза горловины. Уже я вот буду вязать с правой части спинки. Скос плеча и оформление выреза горловины с обеих сторон на спинке жилета. У меня получилась ширина выреза горловины на спинке 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ракушек. И давайте посмотрим, сколько же это составило в сантиметрах. 16,5 сантиметров у меня вырез горловины на спинке. Ширина выреза. Вот таким образом выглядит мое вязание. Сейчас я жилет отправлю в стирку. Стирать я буду в машине. 800 оборотов. Температура 30 градусов. И стирать я буду с жидким средством для стирки шерстяных вещей. После того, как жилет у меня высохнет естественным способом, я его отпарю и буду уже сшивать, то есть выполнять сборку жилета. Это вот сшивать швы плеча. То есть каким образом это сделать, я, возможно, сделаю мастер-класс, либо нет, потому что здесь ничего сложного нет. Вот. Далее, уже в заключительной части мастер-класса, я покажу вам, каким образом я буду делать обвязку жилета. Это вырез горловины, проймы и полочек. Там, где может быть застежка, но скорее всего я ее не буду делать. И еще провяжу вот этот край. Закончу еще одним рядом, потому что он у меня сейчас пока выглядит как незаконченный. То есть пряжа у меня от вязания у меня было 150 грамм. Вот такая пасмочка. У меня их было 2. Я задействовала только лишь 1. Эту решила я оставить на следующий проект. Пусть лежит в целости и сохранности пока. И моточек у меня, я эту пасму перемотала в моток. Пасма у меня была предварительно постирана, высушена. Я перемотала в клубочек. И вес мотка у меня был изначально перед началом вязания жилета 150 грамм. По итогу вязания, то есть обвязку я буду делать абсолютно другой пряжей, однотонного окрашивания. По итогу вязания вот у меня остался вот такой маленький моточек, клубочек. Здесь, наверное, вес где-то 5-10 грамм.
В итоге я потом взвешу, сколько же лет у меня получился. Сделаю контрольное взвешивание. Пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, кто вяжет со мной и на какой стадии вы остановились. Мне хочется и интересно знать, что у вас получается и как продвигается ваша работа. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, а также другой очень полезной и ценной информации, которая выходит на моем канале. Я думаю, что каждый подписчик найдет для себя что-нибудь интересное. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.